Всем привет! Наверное, каждый хотя бы раз в жизни играл на игровом автомате клешня. И всегда хотелось выиграть, но не всегда это получалось. И я себе решил дома сделать точно такой же игровой автомат из старого шкафа. Давайте вместе попробуем это сделать. И посмотрим, получится ли сделать игровой автомат или нет. Поехали! Итак, у нас здесь старый шкаф, который мы и будем использовать. Здесь есть огромное пространство, в котором раньше стоял телевизор, а здесь сейчас лежат игрушки, которые мы и будем использовать также. Ну что ж, давайте попробуем этот шкаф модифицировать и сделать его крутым и интересным. Механизм перемещения я спроектировал в программе Fusion 360 и распечатал на 3D принтере. Основную каретку, которая будет двигать клешню, точно так же я спроектировал и распечатал на 3D принтере. Конечно, с ней пришлось немножко повозиться, но надеюсь, все будет работать. Клешню я не проектировал, я скачал уже готовую с Thingiverse. Я немножко ее переделал и сделал немножко меньше. В описании под видео вы найдете STL файлы и исходники всех проектов. Корпус для электроники, а также ящик для сбора призов я точно так же спроектировал в Fusion 360 и распечатал на принтере. Конечно, без косяков и проблем не обошлось, но не без этого. В результате получилось огромнейшее количество всяких разных деталей и компонентов, которые нужно теперь как-то собрать. Вот, кстати, клешня уже собрана, и я ее протестировал, она прикольно работает. Самой большой проблемой, с которой я столкнулся, это трещины. К сожалению, из-за того, что деталь большая, в горизонтальном положении ее, если ставить, она тратит очень много пластика на поддержки и почему-то кривит деталь. Если ставить вертикально, то деталь слишком быстро охлаждается и появляются трещины в пластике. Из-за этого я несколько раз перепечатывал некоторые детали и потратил очень много пластика. Поэтому, если будете повторять и печатать какие-то крупные детали, обязательно делайте термобарьер, термокамеру для своего принтера. Все механизмы будут работать от серв SG90, но эти сервы нужно модифицировать для того, чтобы они имели возможность вращаться бесконечно. Схема в принципе простая и все сводится просто к управлению разными сервами. Также здесь используется микроконтроллер, дисплей для отображения информации. В датчике монет используется инфракрасный светодиод и также инфракрасный фотодиод. И вот в принципе и все. Единственное, только используется еще кнопка для старта и джойстик для управления. Также будем использовать адресные светодиоды VS2812 для того, чтобы придать всей конструкции более интересный и яркий эффект. Чтобы модифицировать сервопривод, для начала его нужно разобрать. Но первым делом мы убираем эти наклейки, они нам здесь будут только мешать, поэтому их можно смело убирать. Следующее, нужно раскрутить два винта, которые держат корпус. И аккуратно разбираем. Здесь мы видим электронику. Если внимательно приглядеться, то внутри можно увидеть переменный резистор. Этот переменный резистор нужно убрать, вот три контакта, где подсоединен этот резистор, и вместо него поставить два постоянных резистора. Также нужно будет произвести некоторую модификацию с шестернями. Но идем по порядку. Сейчас отпаиваем переменный резистор и вместо него запаяем два постоянных резистора. Отлично, переменный резистор отпаян. Теперь на его место нужно поставить два постоянных резистора. Постоянные резисторы можно ставить практически любого номинала, как 1 кОм, так и 20 кОм. Единственным важным фактором, чтобы они были максимально точными и имели максимально одинаковые параметры, то есть максимально одинаковое отклонение. Вот что в результате получилось. Здесь запаяны два постоянных резистора. Эта модификация дает возможность управлять этим моторчиком, то есть этой сервой, как мотором с редуктором. И при установке определенного градуса мотор будет поворачиваться не на определенный градус, а будет вращаться непрерывно в одну или другую сторону. Но нужно еще модифицировать шестерни. На самой верхней, на самой главной шестерне есть вот такое вот стопорное колечко. Его нужно просто срезать, полностью убрать. Для этого можно воспользоваться кусачками, либо ножиком. Модификация прошла успешно. Теперь серво сможет вращаться бесконечно в какую-то из сторон. Следующее, что нужно сделать, это отсоединить мотор от основной платы, потому что подключение мотора к основной плате серво будет происходить не напрямую, а через концевики и через два защитных диода. Итак, все готово, и теперь можно собирать механизм каретки. Первым делом нам нужно собрать всю механику и поставить все шестерни на место. Ставим также мотор. Дальше в корпус каретки нужно поставить шестерню, которая будет надеваться на серву. Устанавливаем шестерню и устанавливаем сервопривод. Он должен туго надеться.
В принципе, здесь можно не прикручивать. Шестерня держится очень плотно и она не слетит. Следующим шагом нужно установить две шестерни. Мы их просто сюда вставляем и устанавливаем ось, на которой они будут держаться. Отлично, вся конструкция собрана. Дальше устанавливаем два концевика. Теперь нам нужно два диода. Можно использовать абсолютно любые. Я взял два первых попавшихся диода. Это UF4007. Их нужно установить на концевики согласно схеме. Теперь нужно соединить мотор с концевиками и платой управления. Отлично, все сделали. Плата управления подключена к мотору через концевики. Эти концевики переключают подключение мотора через диоды. Таким образом, при движении в какую-то из сторон, стоит доехать до какого-то края, нажмется концевик и мотор остановится, потому что питание на него не будет идти. Из-за того, что питание идет через диод, подключенный в обратную сторону. Но в случае движения в другую сторону, полярность питания меняется, ток через диод потечет и каретка спокойно поедет в другую сторону. Из минусов в данной конструкции этого сервопривода довольно большая плата управления, и если ее отпаять от мотора, обратно она уже в корпус никак не влезет, поэтому ее придется фиксировать снаружи. Сейчас закрываем корпус мотора и закручиваем винты. Таким образом, нужно сделать две одинаковые каретки. Для того, чтобы собрать основную каретку, которая будет перемещать клешню, нам также понадобятся две сервы, которые мы будем точно так же модифицировать, как и в этих каретках. Также нужна будет еще одна серва, она будет в качестве донора. Из нее мы возьмем только электронику, то есть плату управления мотором. Эту плату мы будем использовать для того, чтобы подключить вот такой большой мотор. Это мотор с редуктором. И это будет у нас лебедка, которая будет поднимать и опускать клешню. Итак, основная каретка перемещения клешни практически собрана.
Здесь установлены две сервы, которые управляются одной электроникой, то есть две сервы, два мотора подключены параллельно. И здесь подсоединены концевики. Также здесь стоит большой мотор с редуктором, на вал которого надета катушка с ниткой. Эта нитка будет поднимать и опускать клешню. Для того, чтобы управлять этим мотором, нужна также еще одна электроника. Электроника от еще одной сервы. К этой электронике мы также подсоединили переменный резистор, но это многооборотный переменный резистор. Это нужно для того, чтобы, устанавливая определенный угол поворота сервы, чтобы мотор делал несколько поворотов, тем самым отпуская либо забирая довольно много нитки. Для того, чтобы соединить переменный резистор с валом мотора, нужно взять старый резистор и использовать одну из его ножек. Эту ножку мы отрежем, впаяем в центр вала и соединим с переменным резистором. Таким образом, при вращении мотора будет вращаться переменный резистор, и мы будем узнавать угол поворота. В результате получилась полноценная каретка, которая может перемещаться справа налево и при помощи лебедки будет поднимать клешню. Клешню же я собрал заранее, и ее сборку я не буду вам показывать, потому что это очень долго. Скажу только, что клешня работает отлично, и единственным только нюансом это то, что серва здесь слабовата, и для некоторых вещей зажим получается слабеньким. Но если вам нужно более сильный зажим и более мощное хватательное усилие, то нужно использовать совсем другую серву с более мощным зажимом, с большим усилием. А так эта клешня работает просто отлично. Я уже давно заказал себе некоторые платы для некоторых своих проектов. Как вы видите, здесь есть несколько плат для разных проектов, которые я собираюсь еще сделать, так что не пропускайте новые видео. С механикой практически все, и пора приступать к сборке электроники. Здесь компонентов немного, поэтому сборка будет быстрой и интересной. Их можно запаять вручную, а можно, конечно, все поручить GLC PCB, и они это сделают сами, и вы получите полностью собранную плату, готовую к работе. Для этого достаточно перейти на GLC PCB, загрузить Gerber файл, а также в настройках выбрать SMT Assembly. Это значит установка компонентов. Далее нужно подгрузить два файла. Это BOOM файл, а также CPL файл. После чего можно увидеть список компонентов, который будет установлен. Нажимаем Next, и все готово. Все готово к тому, чтобы делать заказ. Ну а дальше компания GLC PCB все делает сама. Устанавливаются все необходимые компоненты и происходит пайка. В результате это сэкономит очень много времени, потому что я сам собирал разные устройства, и я знаю, сколько времени занимает установка SMD компонентов, тем более если это вручную делается. Намного проще и намного быстрее заказать все вместе с печатной платой. В результате вы получите печатную плату с установленными всеми компонентами. Достаточно залить прошивку или установить в свое устройство, и все будет отлично работать. Так что я вам рекомендую, если есть такая возможность, заказывайте печатные платы с установкой компонентов. Итак, SMD компоненты установлены, и можно их запаивать. Запаивать я буду при помощи нижнего подогрева, моего самостоятельно сделанного. Ссылка на него будет в описании под видео. Ну что ж, паяем. Ну вот что в результате получилось. Как по мне, то довольно неплохо. Отлично все запаялось, и нижний подогрев — это вещь реально крутая. Теперь нам нужно сделать монетоприемник. Монетоприемник напечатан на 3D принтере и состоит всего лишь из двух светодиодов. Это инфракрасный светодиод и инфракрасный фотодиод, которые являются датчиком наличия монет. Нужно изогнуть ножки инфракрасных диодов и вставить их в корпус. Должно получиться вот так. И теперь это устанавливаем на плату.
Отлично, вот готов монетоприемник. Осталось только припаять. Итак, все готово и можно приступать к тестам. Забрасываем несколько монет, можно использовать абсолютно любые монеты. С обратной стороны находится небольшой ящичек для сбора монет.
так что можно монеты забрать. Вот такой получился пульт управления. Здесь джойстик, а здесь кнопка. Джойстиком управляется клешня, а кнопкой делаем старт. Одна монета, одна игра. И в зависимости от того, сколько монет вы вбросили, столько раз можно будет сыграть на этом автомате. На мой взгляд, получился очень интересный и классный проект. Так что поставьте лайк этому видео. По умолчанию автомат работает в тяжелом режиме. То есть можно переместить клешню только вправо один раз, не отпуская джойстик. Если отпустили джойстик, то все, дальше двигать нельзя. И вперед один раз, не отпуская джойстик. Если отпустили джойстик, то все, больше двигать нельзя. Но есть и скрытый режим. Если при включении зажать кнопку старт, тогда клешней можно управлять как угодно и двигать ею в любую из сторон без каких-либо ограничений.